Лапша быстрого приготовления – макаронное изделие, для приготовления которого достаточно залить его кипятком и подождать несколько минут. Для придания дополнительного вкуса такой лапше обычно добавляются вкусовые добавки, например, специи, включающие усилители вкуса, и подсолнечное масло, идущее в комплекте. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Момофу Куандо, основавший компанию Nissin Food Products Co. Limited и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen на основе традиционного японского блюда рамен со вкусом курицы в 1958 году. 25 августа 1958 года новый продукт появился на продуктовом рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компанией Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно приготовить без использования посуды прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. Блюда быстрого приготовления выручают не одну хозяйку по всему миру. Популярные продукты не нуждаются в длительной термической обработке или приготовлении дополнительных гарниров. Современное производство сухих ингредиентов для обеда или ужина позволяет выпускать вермишель разных вкусов и внешнего вида, снеки или спрессованные брикеты. Все начинается с муки высшего сорта. Точно такая же используется для выпекания хлеба. Мука тщательно просеивается и по трубам попадает в тестомесильную машину, там к ней присоединяется соль и вода. Готовое тесто отправляется под пресс. Здесь его тщательно раскатывают, пока оно не превратится в тоненький лист. Теперь раскатанные листы теста попадают под нож, напоминающий обычную скалку. Нож разрезает его на сотни тоненьких ниточек. А как же она становится волнистой? Оказывается, это все благодаря двум движущимся конвейерам, распаленным по обе стороны ножа. Один конвейер движется чуть быстрее, чем другой. Из-за разницы скоростей лапша попадает в пробку и слегка сминается. После резки перед нами обычная лапша, наподобие той, что нужно варить. А вот лапшой быстрого приготовления она становится только после прохождения паровой камеры и сушки. Сначала воздействие горячим паром, потом пропитка подсоленной водой, потом сушка при температуре 160 градусов.
Можно сказать, лапша почти готова, но пока у нее нет того самого вкуса. Куриной, говяжьей и даже грибной она становится после заваривания, за счет специй бульона, которые готовят в отдельном цеху и добавляются при упаковке.